Каб не сумаваць, у доўгае падарожжа я заўсёды беру цікавую кніжку. У чым справа? А вось, напэўна, і падарожная бібліятэка. Ой, тут Фред, добрый день. Скажите, коли ласка, что это за предприемство у вас? Это у нас букинистическая литература, которая выдается на прокат. Пусть дороги давно как асфальтом покрытые, но лежат все по тем же, по древним местам, мимо храмов Господних, что ныне забытые, словно вечный поклон к золоченым крестам. Все меняется, что ж сокрушаться и плакать, и скалу пробивает зеленый росток, только солнце все так же садится на западе, и пока никуда не сместился восток, да и люди, хоть видели мало хорошего, точно так же доверчивы. Дом кино в Минске здание популярное, и многие стремятся сюда попасть, посмотреть хорошие фильмы. Вас лично не смущает, что здесь за стенкой идет служба католическая? Смущает. Смущает, и мы уже долгое время работаем в этом, мягко говоря, смущенном состоянии, неловком состоянии. Но сейчас еще спокойно. Раньше мы ходили на работу через кордон верующих, которые стояли на коленях в любое время дня, в любую погоду, непогоду. Срывали вывеску тогда тоже. Ну, это было тоже. Нас это смущает, но, по-видимому, наше смущение. Что мы можем сделать? Тоже выйти на демонстрацию, на голодовку, но опыт показывает, что это ни к чему не приведет. А вести борьбу вот так, как мы ведем, то есть бумаги писать, встречи каких-то ждать назначений, когда нам их и назначат, когда это решат. Вот эта долгая, упорная борьба, она, можно назвать это борьбой, а не ожиданием, она продолжается и до сих пор. Мы ждем все-таки, что руководство найдет возможным предоставить Дому кино помещение. Помещение предоставить, в котором оно будет иметь возможность демонстрировать фильмы, выставки, встречи организовывать. Все, чем оно занимается. А что для нашего государства важнее? Искусство кино или вера католическая? Ну, для государства должно быть важно и то, и другое. Ну, а что для нас, для него, по-моему, в данный момент оно не оценило ни то, ни другое по-настоящему. Вот я вижу, тут уже много бумаг написано в разные инстанции. Что-то это дало? Пока нет. Пока выхода нет. Реального выхода нет. Последнее это, наверное, да, решение 16 мая 90-го года. Ну, это решение Минского городского. До 1 октября 90-го года освободить здание бывшего костела по улице Советской и передать его второму религиозному обществу Римско-католической церкви. Да, это решение Минского городского совета депутатов трудящихся, вызванное решением, постановлением от 16 апреля Совета министров, подписанное Кебичем, о том, чтобы передать нам во временное пользование здания на Карла Маркса 32, а католики получили Красный костел. Вот, в связи с этим это постановление. Это вот эта вот фотография, да? Вот это вот. Да, это фотография на высоко. Ну, это здание. Здание, оно не предусмотрено, конечно, для Дома кино. Там нет зала. Элементарного и самого первого, что нам необходимо, зала. Просто зала, даже не кинозала, а просто элементарно зала. И вот это вам тоже предлагали, да? Это вообще на казарму какую-то похоже. Ну, это раньше было. Это нам предложили несколько адресов. Они или были негодные для жилья вообще, ну, как этот помещение жилого дома на улице Энгельса. Там в фундаменте трещина. Или же новостройки, которые принадлежат другим организациям. И эти другие организации, ну, мы не вправе их у них отбирать, это во-первых, а во-вторых, они нам их не отдадут. Такое ощущение, что это чисто формальное предложение, а по сути вас выгоняют на улицу. По сути дела, ну не то, что выгоняют, а просто не думают об этом серьезно. Серьезно об этом никто не задумывается. Ну, вероятно, сейчас трудно найти какое-либо такое помещение, потому что
в связи с Чернобылем. Вот у нас есть постановление от 16 апреля, да, об улучшении базы Союза кинематографистов. В этом помещении записано и строительство нового здания Дома кино. Но вы все понимаете, что это иллюзия. Теперь, когда у нас такая беда, Чернобыль, когда строительных материалов не хватает, когда со стройками очень тяжело, и в 2 года построить здание, новое здание Дома кино, это невозможно. Поэтому надо искать из каких-то других имеющихся зданий. А единственное, что я, например, вижу как человек, я сейчас выражаю именно свое личное мнение, неофициальное, как раз времена отпусков, и начальства нашего нету. Может, поэтому этот вопрос в данный момент движется очень медленно, решение этого вопроса. Ну, мы, большинство из нашего коллектива трудового, придерживается того мнения, что партийный аппарат мог бы потесниться, предоставив нам один из залов Дома политпроса нового, на 300 мест рассчитанный, и несколько помещений. Как вы считаете, где главный тормоз хорошего дела? Главный тормоз? Ну, главный тормоз, наверное, ленность мысли. Надо очень... И действия, ну, тех, кто сидит наверху, и нас тоже, потому что мы все зашли в такой тупик, что искать какие-то компромиссные решения очень-очень трудно. А что говорят депутаты? Депутаты молчат, хотя был запрос в Верховный Совет БССР, но сессия кончается, я думаю, они уйдут в отпуск, так и не прочитав этот запрос, так и не ознакомившись с ним и не дав ему никакого решения. А старушки все еще поют. Ну, старушки поют, да. Оргкомитет, правда, следит за тем, оргкомитет имеется в виду, католическая община следит за тем, чтобы конфликтов больше не было, и их нет, по сути дела, конфликтов. Но люди, которые верующие, и они сами устраивают песнопение около входа, этим выражая свое недовольство. А католическая община присылает нам, ну, что-то вроде ультиматумов, чтобы мы освобождали, что-то вроде ультиматума, чтобы мы освобождали помещение поэтапно. Их тоже можно понять. В связи с постановлением Минского городского совета депутатов трудящихся, в связи с постановлением Совета министров, просим дать ответ о сроках поэтапного освобождения помещений костела. И когда вы нам его полностью освободите. Вот такие есть вещи. Я думаю, теперь следует обратиться к противоположной стороне, что они скажут по этому поводу. Да, следует. Но я думаю, они тоже не ответят, как нам действительно это решать. Потому что единственная, на мой взгляд, вещь, это нам надо дать какое-то помещение. Помещение из возможных вариантов, нам их предоставляли много, и ходят такие среди верующих слухи, что, дескать, вот Союзу столько помещений предоставили, они хотят улучшить свое помещение, и поэтому не соглашаются. Нет, вы проедете по этим адресам, вы посмотрите на эти здания, вы прочитайте эти бумаги. Если нам передают здание, заведомо, на которое претендует детская музыкальная школа, которая ютится там. Это где? На Апанского, ютится. Ей предоставляют здание вот на юбилейной площади. И нам его предоставят конфронтацию, решив одной конфронтации в другую. Или старый дом политпроса, который передан Совету ветеранов трудящихся. Они там ремонтируют его, они там уже запланировали. Нас опять сталкивают. Или помещение на улице Горького, которое Госагропром там строит себе гостиницу, там новостройка. Они тоже не собираются нам его отдавать. То есть ликвидировать один конфликт, порождая другой конфликт. То есть латать вот эти дырки, ну что ж, тулуп рваный, как его не натягивай, это очень трудно. Но вот есть такое решение, по-моему, единственное верное. Это чтобы партийный аппарат все-таки почувствовал момент и обратился к нам. В конце концов, коммунисты тоже должны быть образованными людьми. Ну и в первую очередь.
Я думаю, что мы бы вместе существовали, ведь и наша идеология культурная, и их это не противоречит. Точно так же, как и не противоречит католики. Хотя они хотят представить, что мы здесь творим нечто такое совершенно несовместимое с верой, с религией. Это не так. Вы верующая? Я нет. Воинствующая атеистка. Нет, я не воинствующая атеистка и не верующая. Есть такой род людей, наверное, их большинство. Вообще, во что вы верите? В разум, в искусство. Спасибо. Хто ж дапаможа дому кіно? Пачакаем до кастрычніка. Не, лепш з'ехаць у Амерыку. Ну, тады на вакзал. Я не мог помылиться. Раней тут стояли чароўныя аўтобусы. Заходзіш, плоціш 2 рублі, і ты у Амерыцы. Праўда, якасць гуку і відэа дрэнная, душная у лазні, але ж галоўнае не гэта. Галоўнае, ты у Амерыцы. Але чаму няма аўтобусаў? Ну, дзе яны падзеліся? Вось дзе. На вуліцы Кірова схаваліся. Відаць, прышчучылі. Але ж хочацца паглядзець кіно. Хадзем у відэасалон. Так как наш видеосалон учреждение государственное, вы можете посмотреть только те фильмы, которые куплены государством. Совершенно разные кассеты, различного репертуара, различной тематики. Абсолютно все кассеты пользуются спросом в нашем видеосалоне. Это зависит от вкуса, от желания, культуры, воспитанности. Вы интересуетесь порнографией? Новичков в порнографии мы не верим. Уж чего нет, того Ну, нет. понятно. Но эротические фильмы, конечно, есть. Нет, эротических фильмов тоже. Тоже нет? Так можно Это назвать. запрещено, что ли, вообще? Государственное видео? Пока салон не испытывает необходимость иметь Понятно. фильмы. Мы работаем с тем, что имеем. Большая конкуренция. Конкуренция, как вам сказать, в прошлом году конкуренции как таковой не было. Вот, мы были салон сам по себе, монополисты, так сказать. Но в этом году появляются, как показывает практика, конкурентные Кто вам мешает? пункты Больше проката, конкурентные пункты проката. Это я не знаю, на каком основании там выдаются кассеты на прокат. Например, Кирова 5, на Республиканской, я знаю, выдают. Там исключительно кассеты как так называемого черного рынка. А где они берут кассеты, вы не знаете? Где берут, этого мы не знаем. Мы не связаны с ними никоим образом. Понятно. Наши источники – это Московская копировальная фабрика. Пока мы с ней, да, ВПТО видеофильм, пока мы успешно с ними сотрудничаем. Вот, и планируем сотрудничать. Да, различные новые творческие студии. Что мы сегодня можем посмотреть?
посмотреть в видеосалоне. Дело в том, что видеосалон работает по своей своеобразной системе. Кроме того, что предлагаем мы зрителям, зрители могут сами что-то выбрать в каталоге. Вот у нас здесь стоит каталог. Как в библиотеке. Ящик с карточками. На каждой карточке находится, помимо названия, аннотация. Ленин, хроника жизни деятельности. Зритель выбирает любой понравившийся ему фильм и заказывает его в кабине при наличии свободного времени и, естественно, свободной кабины. Это недорого. Это в среднем от 3 до 4 рублей стоит просмотр видеофильма в кабине. В кабине 4 места, ну считайте сами. 3 рубля на 4 это не так уж и дорого. А на прокат кассета стоит значительно дешевле. От рубля до 4 рублей в сутки один фильм. 4 рубля это максимальная цена, в основном двухсерийные индийские фильмы. Ну, в среднем цена на прокат рубль, 1,5-2 рубля. Вы постоянные клиенты, да, видеоцентра? В общем, да. Мы скорее не клиенты, мы основные участники. Основные участники, работники. Вы где работаете? Видеозал «Север», полностью. На Ангарской улице. Герасименко, дальше. Ну как вам работается? Какие трудности в работе? Ну, трудностей всяких хватает. Но сейчас главная проблема у нас, это вот мы задумали сделать совместно с театром драмы и комедии при Доме литератора видеотеатр. На нашей площадке они будут делать свой филиал. Ну это интересная задумка. Как вы это видите вообще, перспективу? Перспектива, в общем-то, большая, мыслей много. Остается только начать и... Чтобы самое главное, чтобы люди хотели это делать. А то, что люди пойдут, мне кажется, они пойдут, потому что такого у нас, в принципе, еще нет. Ну, главное, энтузиасты, потому что Матросов он энтузиаст своего дела, потому как он в Доме литераторов создал литературу. Да, они недавно тоже открылись, у них там тоже свои сейчас проблемы. Вот сейчас мы будем делать легкий ремонт, и потом займемся уже непосредственно. Спектакль у них уже есть один, белорусский водевили, который они собираются на нашей площадке сделать. Ну, я думаю, что что-нибудь получится. А вот сегодня какие вы фильмы берете для своего видеоцентра? Ну, я вот хочу сделать коллаж по советским комедиям, поэтому вот беру старые фильмы, чтобы сделать выборку какую-то такую по самым интересным местам. Ясно. Спасибо большое. А вы с какого видеоцентра? Я с видеозала Янтарный, заведующий. Что вы сегодня берете? Я сегодня беру и советские фильмы, и фильмы, купленные на кинорынке. Я могу название назвать, что ли? Ну, конечно. «Взвод» я беру фильм США, потом беру мультфильм «Приключения лягушонка» для детей. И то же самое беру фильм «Ошибки юности». Ну, как полные залы у вас? Вы знаете, не полные. Гораздо не полные, ну, что еще? Тем более лето же сейчас. Ну, понятно, лето, но и конкуренцию, наверное, тоже конкуренция с ведомственными. Не, вы знаете, могу сказать, что конкуренция есть с ведомством, но она не такая сильная, потому что я даже разговаривал с ребятами, они говорят, что у нас преимущество, что залы большеэкранные, там экран 2 на 3 метра. И поэтому люди к нам идут даже за экраны, потому что телевизор у всех дома есть. Ну, единственная конкуренция, что у них там фильмы, они другие берут. Фильмы, которые ходят по рукам. А мы вот берем то, что здесь есть. Ну, чем вы видите выход? В чем выход? Надо, наверное, создавать им конкуренцию. Ихними же фильмами, если бы это было разрешено, что ли, или закупали бы мы лучшие фильмы. Понятно. Вот скажите, а сейчас вот создаются кооперативные киностудии, в общем, видео. Вот. Вы как-то сотрудничаете с ними? Творческие студии? Да. В принципе, видеоцентр по киновидеопрокат Мингорисполкома. Все вот вы присутствуете в салоне, это наше подразделение. Все вот эти залы большеэкранные. Мы готовы сотрудничать со всеми. Поэтому есть решение Мингорисполкома 236. Сейчас вынесен вопрос на сессию Мингорсовета. Сотрудничаем мы с комиссией по культуре вновь избранной. Мы не за монополию.
Поэтому все практически видеозалы должны проходить регистрацию у нас. Вот. Но проходят не все. То есть те залы, подпольные, скажем так, которые комсомольские, нашли крышу, так сказать, бывшие кооперативные нашли крышу под комсомолом и кое-какими ведомствами, они не создают условия для зрителей. То есть ставится обыкновенный телевизор, ставится туда 200 человек, без билетов, и демонстрируются фильмы так называемого черного рынка. То есть фильмы, не имеющие права проката и не имеющие лиценза, то есть проката на территории СССР. То есть будем называть это видеопиратством. Мы же пользуемся видеосалоном, все наши залы, только лицензионными фильмами, которые закуплены по официальным каналам, неважно по каким каналам в смысле. Это может быть творческие студии, вновь организованные, которые имеют валюту, которые покупают, но на которые куплен лиценз, то есть право проката. Конкуренцию, как правило, эти залы нам не составляют, потому что у нас созданы все условия для зрителей. Оборудованы залы большеэкранными системами. Все условия для того, чтобы человек мог прийти, отдохнуть. Пожалуйста, зал. Если не хотят в зале, имеются кабины. То есть с семьей по заказу фильмы. Ну а каким путем можно бороться с видеопиратами? Ну, я думаю, мое мнение, пусть только один. Это на уровне страны, ну сейчас на уровне республики, должен быть однозначно принят закон. Минск, город, решает этот вопрос. Сейчас принято было решение, в 1989 году решение Мингорисполкома. Сейчас вынесен вопрос на сессию Мингорсовета. То есть будет принято временное положение о порядке видеопроката на территории города Минска. То есть временное, пока не будет принято союзного решения. То есть все зависит от того, когда будет принято решение. Таким образом, запрет будет, да? Почему запрет? Не надо запрет. Мы привыкли только запрещать. Я считаю, что должен быть закон, однозначно регламентирующий видеопоказ. То есть, пожалуйста, пусть это будет комсомол, неважно кто. Кто официально закупил право проката, пускай прокатывает. Понятно. Мы будем сотрудничать только. Понятно. А что у вас сегодня можно в видеозале нам посмотреть? Тома Селика в фильме «Беглец». В ролях Синтия Роуз, Джин Симмонс, Керсти Элли, Стан Шоу, сценарий и постановка Майкла Фитчера. Сержант Рамс, линия 2232. Меня вызывают. Как готов. Прекрасно, Толя, пошли. Цікава, чаму так атрымоўваецца, што прызнанне да нашых акцёраў прыходзіць часцей усяго з-за мяжы. Ты пра што? Ты ведаеш, Тацяна Самойлава ў гэтым годзе на міжнародным канскім фестывале атрымала спецыяльны прыз за выдатны асабісты ўклад у міравы кінематограф. А я пра яе творчы лёс зусім мала ведаю. У нас ёсць фрагмент размовы з актрысай. Давай паглядзім. Прошу вам слово, я все сказал предварительно. Дорогие друзья, мы зададим вам 3 вопроса.
Вам предстоит отгадать 3 цифры телефона. На каждый вопрос будет вам предложено 10 вариантов ответа, но только один из них правильный. Номер варианта правильного ответа и будет подсказкой к цифре, неизвестной цифре телефона. Да, мы должны вам сказать, что только первые 5 телезрителей смогут принять в игре «Зигзаг удачи» в отборочном туре. Внимание, телезрители внимательно смотрят на экран и определяют 3 цифры телефона. 4 им известны уже, правильно я говорю? Что означает слово «минускулы»? Молодые мышечные клетки у животных и человека, вымершие хвощевидные растения, семейство беспозвоночных отряда десятиногих, древние наскальные рисунки, порода скороспелых свиней, вирусы, поражающие птиц и передающиеся человеку, название нескольких видов ядовитых мух, строчные буквы в древнелатинской и греческой письменности, очень малые частицы вещества, сократимые белковые нити в цитоплазме одноклеточных организмов. Вычисляем вторую неизвестную цифру нашего телефона, что означает слово «митенки». Помещение между жилой частью и крыльцом в северных постройках. Веселые куплеты, исполняемые в сибирских деревнях. Женские полуперчатки без пальцев. Украшения в виде цветов и фруктов на соломенной шляпке. Съедобные грибы, растущие на лугах. Название валенок в некоторых диалектах. Отепленное помещение для зимовки пчел. Разноцветные ленточки, прикрепляемые к окошнику или венку. Полевые цветы. Вид песочного пирожного. Вычисляем третью неизвестную цифру нашего телефона. Что означает слово «бармы»? Отходы винокурения и пивоварения в виде гущи. Песчаные наносные холмы в степях и пустынях. Народ, составляющий основное население юга Судана. Витые трубочки для завивки волос. Религиозные песнопения. Шелковая отделка на костюме тореадора. В Средней Азии посевы без искусственного орошения. Буддистские нищенствующие монахи. Род наплечников в торжественной одежде московских князей. В Древней Индии высшая из 4 варн. Я повторяю. Мы ждем звонков. Я повторяю, у нас прямой эфир именно из-за этого эпизода. Товарищи телезрители, еще раз прошу оценить. Прямой эфир только ради вас. 11:30 начало передачи по Москве только для того, чтобы люди, у которых сейчас вечер, тоже могли попытаться до нас дозвониться. Вон телефонистки, они принимают телефоны, принимают звонки. А пока я сделаю несколько объявлений. Во-первых, посмотрите, вот это модус вивенди. Это интернациональное информационное пресс-агентство. Почему я о нем упоминаю? Потому что это модус вивенди учредило дополнительный приз. Внимание, специальный дополнительный приз. Какой, сейчас скажу через несколько секунд. Вот кто первый? Голосом! Я думаю, что 200-рублевую купюру, отпечатанную специально вчера для нашего конкурса. Кто первый? Модус вивенди – это образ жизни. Образ жизни. Ответ принимается. А вы сказали что-то? Мне... Прошу вас. Лариса, будьте любезны. Ну, я думаю, что вам нужно пройти в наш «Зигзаг-банк» и получить специально отпечатанную для нашей игры приз 200-рублевую купюру. Да, пожалуйста, Лариса, у нас мало времени. Вопросы. Идите к кассе. Русская для итальянцев. Купюра русская или итальянская? Я предпочитаю вторую. Без очереди. Так, пожалуйста, Лариса, вопросы. Отбираем 5 человек. Внимание, работа на микрофонах. Продолжаем. Пожалуйста. Обратный принцип. Как назывался в старину идол, статуя?
Так, сектор. Олег. Вот так, правильно. Первый Я считаю, что это тотем. Нет. Олег, помогайте, пожалуйста. Так, прошу. Кто поднял руку? Первый Прошу. сектор. Баба. Нет. На Руси. Еще. Копище. Нет. 3. Еще. Истукан. Верно. Истукан, прошу на лестницу. Сударь, благодарю вас, прошу на лестницу. Так, сударыня, слушаю вас. Второй вопрос. Напиток, приготовляемый из рома и коньяка, пережигаемого сахаром. Какой? Первый сектор. Первый сектор, прошу. Быстренько. Пунш. Нет. Нет, не пунш. Это тоже вкус. Какой сектор, Олег? 3. Прошу. Грок. Говорите. Грок. Нет. Сектор, Олег. Вот. Прошу. Грок. Четвертый сектор. Глинтвейн. Ваш ответ не принимается. Четвертый сектор. Последний вопрос, последний ответ. Жонка. Верно. Верно? Прошу вас. I think I love you too.
so into you.